Привет, армии! Добро пожаловать на новости Тэхёна и Чонгука, вашу ежедневную дозу моментов BTS и Тайкук. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать и подписаться, чтобы получать больше обновлений. Поехали! Когда Тэхён прошептал «Не забывай меня» под сияющим гавайским закатом, никто не ожидал того, что произошло дальше. Чонгук не смог сдержать слез. Прямо там, на глазах у всех, золотой гавайский закат раскрасил небо оттенками оранжевого и розового. Океанские волны двигались нежно, почти в такт тихому смеху участников BTS, наслаждавшихся редким совместным отдыхом. Было спокойно, даже слишком спокойно. Но затем что-то изменилось. Камера поймала Тэхёна, тихо стоящего на берегу, держа телефон так, будто он записывал последнее сообщение. Выражение его лица стало тяжелым. Чонгук, стоявший на нескольких шагах, сразу это заметил. Тэхён глубоко вздохнул и прошептал, почти дрожа: «Не забывай меня». Шум волны не мог скрыть эмоции в его голосе. Чонгук замер, его глаза расширились, а грудь резко поднялась, словно эти слова пронзили его насквозь. На мгновение никто не двигался, никто не говорил. Участники, стоявшие позади, замолчали. Они тоже это почувствовали. Это было не просто сообщение, это было нечто более глубокое, то, что намекало на болезненное прощание. Чонгук медленно подошел к Тэхёну, его губы дрожали. «Хён, о чем ты говоришь?» – прошептал он, его голос уже срывался. Но Тэхён лишь улыбнулся, той мягкой, душераздирающей улыбкой, которую мог подарить только он, и повернулся обратно к океану. Камера запечатлела все, и именно тогда у Чонгука потекли слезы. Тихое признание под звездами. Над Гавайями опустилась ночь, но в воздухе все еще висела тяжелая тишина. Солнце ушло, сменившись небом в полном тихих звезд, словно сама Вселенная прислушивалась. Тэхён сидел один у костра, свет которого мерцал на его лице. Чонгук медленно подошел, все еще пытаясь осмыслить произошедшее ранее. Его глаза были красными, а сердце колотилось. «Хён, зачем ты это сказал?» – тихо спросил Чонгук. «Что ты имеешь в виду? Не забывай меня?» Тэхён камнал глаза, свет костра отразился в них, он грустно слегка засмеялся, прежде чем ответить. «Иногда, когда все меняется, люди отдаляются друг от друга, даже не желая этого. Я просто не хочу, чтобы это случилось с нами». Лицо Чонгука осунулось. Слова задели его сильнее, чем он ожидал. Напряжение между ними, расстояние, вызванное сольными проектами, расписанием и путем к славе, внезапно стало реальным. Тэхён продолжил, его голос был низким, но твердым. «Последнее время мы все идем своими путями, и я знаю, что это часть взросления, но все же я хочу, чтобы ты помнил это. Нас, такими, какими мы были, прежде чем все стало таким сложным». Камера приблизилась, запечатлев каждую эмоцию, каждую невыплаканную слезу в глазах Чонгука. Он сжал кулаки, чтобы взять себя в руки. «Хён, как я могу тебя забыть? Ты мой дом», – прошептал Чонгук. На несколько секунд они оба замолчали. Единственным звуком был треск костра и волны за их спиной. Затем Тэхён протянул руку и притянул Чонгука к себе в объятия. Крепкие, настоящие, трясущиеся. И в этот момент не имело значения, где они находятся и что ждет их в будущем. Важным было только настоящее. Это была ночь, когда мир узведел самую человечную сторону BTS, не как айдолов, а как братьев. Вирусная волна и ответ одним словом. К утру кадры с Гавайев уже распространились со скоростью лесного пожара. Клипы, где Тэхён шепчет «Не забывай меня», и слезные реакции Чонгука наводнили все платформы TikTok, X, Instagram, Weverse. В течение нескольких часов армии не могли поверить в то, что видели. Это не просто дружба, это нечто более глубокое. Боль в глазах Чонгука говорит обо всем. Почему это похоже на прощание, к которому мы не были готовы? Хэштеги, такие как «Не забывай меня», «Джонгук плакал» и «Тайкук на Гавайях» доминировали в мировых трендах. Паны, разбросанные по всему миру, делились клипом, замедляя его кадр за кадром, анализируя каждый взгляд, каждое миллиметровое движение, каждую эмоцию, которая прошла между ними. Один фанат написал: «То, как Чонгук потянулся, но остановился.
словно он хотел обнять его навсегда, но знал, что не может. Даже СМИ начали подхватывать новость. Заголовки гласили: «Гавайский момент Тэхёна доводит Чонгука до слез. Что на самом деле произошло?» Или «Эмоциональное воссоединение участников BTS вызывает слезы у фанатов по всему миру». Но для ARMY это были не сплетни, это была связь. Они почувствовали ту же боль, ту же любовь, тот же страх перемен, который выразил Тэхён. И пока мир продолжал говорить, Чонгук хранил молчание. Он не публиковал постов, он не говорил об этом, пока через неделю, наконец, не нарушил тишину. Weverse. Чонгук написал всего 2 слова: «Я никогда». Без контекста. Просто это. ARMY мгновенно поняли, что он имел в виду. Он отвечал Тэхёну на «не забывай меня». «Я никогда не забуду». Это был самый тихий ответ, но он разбил миллионы сердец. Ответ, хайп и разъяснение Тэхёна. Эмоциональный шторм продолжал нарастать. В течение нескольких дней миллионы фанатов требовали ответов. Интернет был наполнен вопросами: было ли это по сценарию, происходило ли что-то за кулисами, это был признаком чего-то большего. Хайп сначала хранил молчание, позволяя моменту говорить самому за себя. Но когда новостные агентства начали предполагать, что гавайский клип Тэхёна и Чонгука был признаком скорого прощания, компании наконец пришлось ответить. Сообщение было четким, спокойным, отточенным, профессиональным, но ARMY оно не дало ответа на настоящий вопрос. Зачем Тэхён вообще сказал эти слова? Эта единственная страница, написанная от руки и искренняя, была словно недостающий кусочек пазла. Внезапно все на Гавайях обрело смысл. Речь шла не о грусти, речь шла не о разлуке. Это был способ Тэхёна выразить благодарность. Фанаты стали называть его «гавайский дневник». Художественные аккаунты превратили эти слова в акварельные рисунки, лирические видео и татуировки. Один фанат даже нарисовал цитату на холсте с закатом, подписав: «Он не прощался, он напоминал нам помнить свет». Позже, во время интервью за кулисами, Тэхён наконец рассказал об этом дневнике. «Я написал эти строки перед тем, как мы снимали в тот день», — тихо признался он. «Гавайи казались моментом вне времени. Я просто хотел как-то удержать это». Он улыбнулся, глаза его были задумчивыми. «Иногда мы пишем то, что не понимаем до конца, но теперь я знаю, что боялся не того, что меня забудут. Я боялся забыть, каково это любить так глубоко». Его слова заставили комнату замолчать. Даже интервьюер не произнес ни слова. И где-то в Сеуле Чонгук смотрел этот клип один в своей студии. Позже фанаты заметили, что он репостнул цитату Тэхёна в свою историю, без подписи, просто эмодзи заката. Это было тихо, просто, идеально. Потому что ему не нужно было говорить больше, они оба поняли. Некоторые воспоминания не исчезают, они просто тихо живут в пространстве между сейчас и навсегда. Полный круг. Помни это. Год спустя, почти день в день, небо над Гавайями выглядело точно так же. Тот же мягкий золотистый оттенок, тот же ритм волн о берег. Та же тихая магия, которая когда-то хранила самый эмоциональный момент между двумя душами, разделяющими нечто большее, чем просто музыку. Тэхён и Чонгук вернулись. Без камер, без съемочной группы, без официального проекта. Только они вдвоем и обещания, которые они никогда не забывали. Местные фанаты заметили, как они тихо прогуливались по пляжу то днем. Они не были одеты, как мировые звезды. Это были просто Ким Тэхён и Чон Чонгук, босиком по песку, тихо смеясь, пока ветер спутывал их волосы. Тэхён остановился и посмотрел на горизонт, на то самое место, где он когда-то прошептал «Не забывай меня». Чонгук подошел к нему и улыбнулся, той тихой, понимающей улыбкой, которая говорила все, что не могли сказать слова. «Чувствуется так же, не правда ли?» — промотал Тэхён. «Да», — мягко ответил Чонгук, — «но на этот раз не больно». Момент повис между ними, морской бриз уносил их смех, как мелодию, которую могли слышать только они. Затем Чонгук достал свой телефон и начал запись. «Твоя очередь», — сказал он, ухмыляясь. «Скажи что-нибудь на камеру». Тэхён посмотрел в объектив, его глаза мерцали под оранжевым небом и произнес всего 2 слова, с которых все началось. «Помни это». Чонгук засмеялся, опуская телефон. «Ты невозможен», — сказал он, но его голос слегка дрогнул. Тэхён улыбнулся шире. «На этот раз без слез», — поддразнил он. «Никаких обещаний», — ответил Чонгук, посмеиваясь. Когда солнце опустилось за воду, Чонгук направил камеру на горизонт. Золотистый цвет окутал их, мягкий и бесконечный.
Позже той ночью Чунгук опубликовал короткий клип в Инстаграм, без музыки, без монтажа, без подписи, только океанские волны, закат и голос Тэхёна, произносящий «Помни это». В течение нескольких минут армии по всему миру узнали пляж. Цвета, эмоции и временная линия замкнулись. Речь шла не о забвении, речь шла о том, чтобы помнить вместе. Момент, который когда-то разбил миллионы сердец, теперь исцелил их. И когда последний кадр видео Чунгука померк, послышался слабый шепот. Тот, который, полагали фанаты, он оставил намеренно. «Я никогда не забывал». Сияние благодарности. В ту ночь, когда Чунгук опубликовал видео «Помни это», интернет не просто взорвался, он засиял. Ни драмы, ни домысливания, только миллионы фанатов, плачущих, улыбающихся и наводняющих каждый уголок сети благодарностью, любовью и воспоминаниями. В течение нескольких часов хэштеги «Помни это», «Гавайское воссоединение» и «Тэгук навсегда» захватили мировые тренды. Но на этот раз речь шла не о теориях или слухах, речь шла о хилении. На всех платформах армии начали писать то, что они называли «письма от всего сердца», сообщения, рисунки и рукописные заметки, которыми делились на всех мыслимых языках. Некоторые были длинными и поэтичными, другие были короткими и чистыми, как и слова, с которых все началось. «Ты напомнил мне, что любовь не обязательно должна быть громкой, чтобы быть настоящей. Спасибо, что показал нам, что связи не исчезают, они просто становятся тише». Я смотрела это видео с закатом и плакала, но это не была грусть, это был покой. Одно письмо от фанатки из Бразилии стало виральным. Когда Тэхён сказал «не забывай меня», казалось, что он говорит со всеми нами. Но когда Чунгук сказал «я никогда», казалось, что он отвечал за всех нас тоже. Мы никогда не забывали, мы никогда не будем забывать. В Корее издание «Хайп» в Сеуле начало получать сотни физических писем и карточек, украшенных закатами, океанами и маленькими сердечками. Позже сотрудники подтвердили, что и Тэхён, и Чунгук посещали здание поздней ночью, чтобы прочитать их в одиночестве. Фанатка, которая оказалась рядом, видела, как они сидят в тихом вестибюле, молча читают, улыбаясь, иногда вытирая слезы. И затем произошло необыкновенное событие. Неделю спустя официальный аккаунт BTS опубликовал фотографию без подписи, просто стол полный писем армии, и рядом с ними маленькая рукописная записка. «Вы прочитали каждое слово, вы не забыли, и мы тоже». Это одно сообщение снова объединило мир. Люди начали воссоздавать гавайский закат на фресках, в школах, в кафе и на цифровых экранах в таких городах, как Сеул, Лондон и Нью-Йорк. Образ двух силуэтов, стоящих под угасающим светом лицом к океану, стал символом любви, которая длится за пределами расстояния и времени. Для армии это было не просто воссоединение, это было напоминание о том, что связь между BTS и их фанатами стала чем-то гораздо большим, чем слава, чем-то вечным. И вскоре после этого Тэхён сам вышел в прямой эфир. Сидя в тускло освещенной комнате, в простой белой рубашке, он мягко улыбнулся в камеру, той же улыбкой, которая разбила сердца на Гавайях. «Многие люди неправильно поняли, что я сказал», — начал он мягко. «Это было не прощание, это было напоминание. Напоминание о том, что даже когда жизнь меняется, когда мы все идем разными путями, я надеюсь, что никто не забудет моменты, которые сделали нас теми, кто мы есть». Он на мгновение замолчал, его глаза опустились вниз. «Мы через многое прошли. Иногда я просто чувствую ностальгию. Знаете, Гавайи вернули все эти воспоминания». А затем наступил самый сильный момент. Тэхён снова улыбнулся, почти прошептав: «Не забывайте меня, потому что я никогда не забуду никого из вас». Комментарии фанатов наполнились слезами, сердечками и сообщениями любви. Даже Чонгук присоединился к прямому эфиру, оставив всего один комментарий, который появился на короткое время, прежде чем был погребен под миллионами других. «Никогда». Это единственное слово снова повергло фандом в хаос. Но на этот раз это была не грусть, это было утешение. Они поняли, что это не история прощания, это было обещание между братьями и между BTS и армией. Самые прекрасные моменты — это те, что немного ранят. Прошли недели с того незабываемого момента на Гавайях, и все же эмоции, которые он вызвал, по-настоящему не угасли. Фанаты все еще пересматривали клип поздно ночью, шепча те же слова про себя: «Не забывай меня». Но затем, во время одной из ночных прямых трансляций Чонгука, произошло нечто неожиданное. Свет в его комнате был тусклым, его тон тихим, почти ностальгическим.
Он читал комментарии фанатов, когда кто-то упомянул Гавайи. Он мягко улыбнулся, той самой застенчивой эмоциональной улыбкой, которую ARMY так хорошо знали. «Вы, ребята, все еще помните это, да?» — сказал он, слегка смеясь. «Это была действительно особенная поездка для всех нас». Он на мгновение посмотрел вниз, пальцами очерчивая край микрофона, словно собираясь с мыслями. Затем он добавил, его голос слегка дрожа. «Когда Тэхён сказал это, я думаю, все что-то почувствовали. Может быть, потому что глубоко внутри мы все знаем, что ничто не длится вечно, но воспоминания, они остаются, и я буду хранить их всегда». Чат взорвался сердечками и плачущими эмодзи, но Чонгук не закончил. Он наклонился ближе к камере, глаза искренние, голос тихий, но наполненный теплом. «Независимо от того, куда мы пойдем и что будем делать дальше, мы никогда не забудем друг друга, и я никогда не забуду вас». Тишина. Только его дыхание, слабый звук дождя, стучащего в окно. Затем он снова улыбнулся, той смесью грусти и покоя, которая исходит только от того, кто действительно все чувствует. «Знаете», — тихо сказал он, — «иногда самые прекрасные моменты — это те, что немного ранят». Эта фраза поразила ARMY как молния. В течение нескольких часов она стала цитатой, которые делились в миллионах постов. «Самые прекрасные моменты — это те, что немного ранят». Чонгук, 2025. По всему миру фанаты превратили гавайский момент в символ не грусти, а вечной связи между участниками, между воспоминаниями, между BTS и людьми, которые прошли с ними через каждую главу. И в этом послании, наконец, обрело смысл. «Не забывай меня, я никогда». Потому что такая любовь, искренняя, вечная и чистая, никогда не угасает, даже когда закат исчезает за морем. Тайные кадры Чимина. Большинство людей не знали, что гавайский клип, тот самый, который заставил плакать весь мир, был снят не сотрудником, не случайным оператором, а Чимином. Он тихо записывал сзади в нескольких шагах, запечатлевая, как участники смеются, подтягивают друг друга и наслаждаются закатом. Но когда он заметил, что Тэхён отходит от группы, слегка опустив плечи, что-то подсказало ему не выключать камеру. Сырые, неотредактированные кадры, позже показанные в видеоблоге «За кулисами», включали тихий шепот Чимина за кадром. «Что он делает?» Затем наступил этот момент. Тэхён повернулся к волнам. Он сказал это «Не забывай меня!» И Чонгук замер. Камера слегка дрогнула, рука Чимина тряслась, когда он снова, едва слышно, прошептал «О нет, он плачет!». После сцены Чимин словно опустил камеру. В невидимой части видео он глубоко вздохнул. Такой вздох, который несет в себе и боль, и любовь. «Они что-то невероятное, не так ли?» – тихо сказал он. Когда остальные участники, Намджин, Джин, Юнги и Хасок, увидели клип позже той ночью, в комнате воцарилась тишина. Даже Юнги, который редко становился эмоциональным, просто пробормотал про себя. «Это по-настоящему. Это они». Намджин потер глаза и мягко улыбнулся. «Вот что люди не видят. Вот что делает BTS, BTS». На следующее утро именно Чимин показал клип сотрудникам. Не потому, что он хотел, чтобы это стало вирусным, а потому, что он думал, что мир заслуживает увидеть эту сторону их. И он был прав. Этот единственный сырой, незапланированный, неспрограммированный, чистая эмоция напомнил миру, почему BTS были не просто группой. Они были историей. История о любви, росте и тихом страхе быть забытым, но также о мужестве сказать «Я никогда тебя не забуду». Гавайский дневник. Через несколько дней после того, как гавайский клип захватил интернет, всплыла нечто неожиданное. Не от хайбы, не от СМИ, а от небольшой группы фанатов, которые заметили что-то на фоне одной из фотографий Тэхёна. Это был снимок, который он опубликовал в Инстаграме. Спокойный кадр деревянного стола, кофейной чашки и маленького открытого блокнота рядом с ней. На первый взгляд он выглядел просто, но когда фанаты увеличили изображение, они увидели слабый почерк на открытой странице. Слова были размыты, но достаточно четкие, чтобы прочитать несколько строк. «Когда солнце садится, мы не прощаемся со светом. Оно просто перемещается куда-то еще, ожидая возвращения. Даже когда мы идем разными путями, наши сердца все равно помнят один и тот же ритм». И в самом низу под страницей были слова, которые заставили миллионы ARMY снова плакать. «Не забывай меня, не потому, что я ухожу, а потому, что я когда-то был здесь».